Всем добрый вечер или добрый день, в общем, доброе время суток. Тут решился я наконец-то еще раз произвести обновление команда. У меня на канале есть видео, где я обновлял команд еще, наверное, второго поколения, когда у меня был ML в 163 кузове. Сейчас перешел на 164, и тут уже команд стоит 2.5 с навигацией там, в общем, и просто меня заинтересовало, можно ли сделать апдейт с программного обеспечения. С диском, конечно, были конкретные проблемы, потому что уже машина 9-го года, хоть и рестайлинга, но все равно крайне сложно вообще было хоть что-то найти. У официалов сегодня был, а официалы вообще не продают. Сказали, что просто не выбивается даже по номеру, что очень, в принципе, странно. Да, значит, диск я все-таки нашел. Слава богу, что торренты все еще работают. Так что спасибо людям, кто интересуется мерседесами и когда-то в свое время еще, в общем, смогли сделать копию. В общем, вот этот номер референции, да, то есть Mercedes Telematics, и вот CD, и вот номер. Это как раз для моей головы. Понимаю, там также софт для аудио, для всего, короче, этой системы. Вот у меня есть сейчас как раз, как сейчас выглядит, да, то есть это 9.29, там еще разный софт есть, так понимаю, можно посмотреть, да, то есть посмотрим, как будет проходить обновление. Я буду надеяться, что все получится нормально. Момент такой, что в сравнении со 163-м, 164-м обновиться просто так, вставив диск, не получится. Нужно это делать через Чентри, через Ксентри, через старуху. Слава богу, что у меня еще с прошлого Мерседеса все это уже оборудование есть. Соответственно, сейчас будем пробовать это все делать. Да, наглядно постараюсь продемонстрировать весь процесс. Я не знаю, сколько он займет. Да, может быть 10 минут, может 15, может 20. Я уже вот подготовил, у меня вот компьютер стоит. Да, то есть заряжается. Я тоже машину поставил на зарядку на всякий случай. Я понял, нужно, значит, вставить в первую очередь диск. Именно в первое положение, да, чтобы он был обязательно. Включить режим радио. И вот этот диск, да. И вот сейчас, значит, загрузка новых. Вот ставим, посмотрим, вообще распознает ли он его, потому что, учитывая, что это не оригинал, а копия, то есть оригинала, я записывал, старался на самой маленькой скорости в обычном режиме. Посмотрим, если будет какие-то, значит, проблемы. Я думаю, система просто-напросто откажется, например, обновляться. Вот сейчас, значит, будем заходить. Сейчас, извиняюсь, просто одной рукой все это буду делать. Сейчас. Так. Так. Ноутбук старый. Чентри стоит 2014 года. Можно увидеть. Ну, тут поставил SSD, и все на него было установлено. Также есть офлайн программирование, которое необходимо как раз для произведения этой процедуры. Посмотрим, как сейчас будет все проходить. Делаю это здесь первый раз, с первого захода. Посмотрим. Я благодаря именно офлайн программированию именно зашел, посмотрел, какой вообще диск необходим. А так по ВИН номеру нигде не выбивается. Даже у официалов, говорю, они сказали, что такого диска типа нету в продаже. То есть вообще не, ну, то есть странное было поведение. Но
Как есть, так есть. Диск я достал. Значит, так, блоки управления. Информация, связь. Аудио-видео. Вот он. Поставил диагностику. Так. Так. Команд. Так, дальше. Кодирование блока управления. Программирование. Угу. Тут показывает, что обязательно нужно вставить диск, зарядное устройство. Но, к сожалению, у меня 30 амперного нету. Поставил какой есть. Дальше. Так, ну вот. Значит так, оффлайн. Я думаю, все понимают, почему оффлайн. Прибор у меня мультиплексор еще C3. Ну, для такого года вполне себе годный, хорошо работает, хорошего качества. Так, F3. Посмотрим, что дальше будет показывать. Так, иногда выкидывает ошибку. Происходит конфигурация. Видно, он считывает данные. Так, ну вот. Это я тоже видел, показал. Есть какие-то обновления. Значит, здесь вот внизу можно посмотреть. Если кому интересует, может потом нажать на паузу и приблизить. Я нажимаю «Да». Так, ну вот. Необходимо один из 4. У меня как раз один и есть. То есть последний, который заканчивается на 4559. Вроде последний. Так, сейчас посмотрим. Потому что раньше у меня диска не было. Можно просто поставить точку. Смотрим, должен вроде, я думаю, если определиться, то все хорошо. Если диск был записан нормально, и диск не какой-то там особо защищенный, где требуется только оригинал. Посмотрим. Так, что у нас? Блок управления, акустическая система. Ага. Программное обеспечение, дождитесь, пожалуйста, завершения. Ага, вот. Тут уже появилось что-то у меня. Вот. Процесс пошел. Вот, процесс пошел. И тут тоже. Нужно ждать. Так что будем ждать. Сколько это займет времени, я не знаю. Так, вот видно, что обновляется, значит, усилитель. У меня стоит Hammond Kordon. Тоже оборудование. Звук он, в принципе, ну, для этих годов, я считаю, довольно неплохо играет. Конечно, не сравнить с современными устройствами.
извиняюсь, что дергается камера, потому что у меня нет штатива здесь, чтобы удобно его разместить, чтобы было и компьютер, и, соответственно, сама голова. Я решил, что ничего не буду урезать, не ускорять, просто весь процесс, как и в моем первом видео еще много лет назад, от и до. Думаю, что, учитывая, что я такого видео нигде не видел именно для моей головы, с подробностями, поэтому если вдруг кому пригодится, буду рад. Тут пока без изменений. Вроде бы я где-то читал, что процесс обновления занимает где-то в районе 20 плюс-минус минут. Посмотрим, как это будет на самом деле. Уже на данный момент, сколько, минуты 3 или 4, да, где-то, может, не считая вход в офлайн, программирование, там, все эти приготовительные действия. Так, ну вот вроде, по крайней мере, на усилителя половина скопировалась. Выключу пока свет в машине, чтобы экономить аккумулятор. Хотя вроде поставил зарядку, но вроде, может, даже лучше так будет. Напишите потом в комментариях, если было очень темно. Постараюсь в будущем как-то посветлее делать. Ну, учитывая, что я делаю это в своем паркинге, тут нету освещения дополнительного, которое можно включить. А на улице я бы это не смог делать. Ну, я бы не рисковал бы это делать без дополнительного питания подключенного, так же как к ноутбуку, чтобы, не дай бог, он не отключился вдруг. Также без зарядного устройства, подключенного к машине, тоже я бы не рисковал, потому что довольно длительный процесс, может быть 20, может быть 30 минут, а может еще и больше, посмотрим. Поэтому лучше питание всегда подключать, конечно, к обоим устройствам.
CD я использовал CDR одноразовый, мне кажется, марка ТДК, который давным-давно завалялся в закромах. Обычный. Записывал программу Ultra ISO программой из ISO образа. Там в районе где-то 500 с чем-то мегабайт диск. Вот. Скачивание файлов для усилителя подходит к концу. Сейчас, наверное, будет какой-то процесс установки. Проверяет данные. Нигде, к сожалению, не нашел описания возможных изменений или улучшений. Поэтому не могу сказать точно, наверняка, какие будут внесены. Ну, наверное, самые последние какие-то, когда Mercedes офис, предлагал в свое время этот диск, мне кажется, вышел где-то 2012 года. Так, теперь еще раз перенос данных. Если кто будет смотреть это видео, раньше делал похожий процесс, поделитесь опытом в случае со 164-м кузовом с головой 2,5 этот МГТ. Процесс вот сейчас он совпадает с вашим опытом или какие-то были отличия? И по времени сколько занял у людей, если кто в курсе? Будет интересно сравнить.
И еще вопрос к знатокам. Может, кто знает, вот у этой головы 2,5 по умолчанию в этой комплектации шла навигация, но нету встроенного жесткого диска для того, чтобы переносить, например, музыку напрямую во внутренний носитель. Вопрос, а можно ли осуществить самостоятельно инсталлировать установку какого-то жесткого диска внутрь? Потому что я сам лично еще пока голову не разбирал, поэтому было бы интересно. У меня есть коннектор для медиа устройств, тоже подключен там iPod 5-го поколения, тоже очень хорошо музыка играет, в принципе, не жалуюсь, но если бы был бы жесткий диск для загрузки туда музыки, было бы гораздо проще. Поэтому, может, кто знает, можно ли установить, если можно, какие необходимые, то есть параметры, возможно, этого диска требуются. Или это только с завода, уже идет. И без без бубнов, как говорится, не получится. Буду благодарен за любую информацию по этой теме. На компьютере все без изменений, все стабильно, вроде бы все проходит в штатном режиме. Будем надеяться, что так все и завершится успешным обновлением. Так. Происходит, видно, ресет. Я вовремя не успел повернуть камеру, там вроде было написано, что ресет. Скорее всего, перезагрузка. Сбросились настройки, язык поменялся. Центр определяет данные. Снова включилась диагностика. Подождитесь. Так, дальше теперь будет мультимедиа интерфейс. Ты понимаешь, что значит усилитель был успешно обновлен. Сейчас происходит обновление интерфейса мультимедии. Снова происходит, скорее всего, загрузка будет файлов. Так, вот тут на компьютер тут версия программного обеспечения, видно, которое будет устанавливаться.
происходит копирование файлов на устройство под названием UCI. Даже не представляю, как это правильно расшифровывается. Кому интересно, зарядное устройство очень давно уже использую. Сейчас включу вот это. Оно уже у меня, наверное, 10 лет. Очень себя хорошо показало. Надежно. Работает как папа Карло. Так что смело можно кому-то порекомендовать. Единственное, что, конечно, я бы, возможно, в будущем приобрел бы уже не MXS не 5.0, а 10.0. То есть это 5 ампер, а там MXS 10.0 это 10 амперная. Все-таки для такого большого аккумулятора желательно больше ампераж. Ну, оставляю иногда на 12 часов, наверное, на сутки. И он хорошо прогоняет батарейку, аккумулятор. Соответственно, там десульфацию производит. В принципе, доволен. Неоднократно выполнял свою работу качественно. Потому что я много езжу именно по городу. Периодически ставлю на подзарядку. Потому что не успевает. А в 164-м, учитывая, что здесь два аккумулятора, это просто критически, не дай бог, сядет аккумулятор. А тут их два. Один большой, один маленький. А заноза как раз именно маленький. Маленький, если сдохнет, можно не то что не открыть машину, а блокируется селектор КПП. И тогда, как говорится, картина Репина приплыли. Поэтому, если сядет аккумулятор, ничего, даже двери не открыть с пульта. Если есть ключ, который в двери работает, тогда это слава богу. А если его нету, тогда уже катастрофа. Тогда там только с бубном. Ну, я думаю, люди уже знают не первый раз, кто уже интересовался. Не дай бог кому-нибудь попасть в такую ситуацию, когда разряжается аккумулятор, ну или он умирает, и нельзя открыть двери, потому что даже на подзарядку поставить аккумулятор же внутри, он же не под капотом. Под капотом только две клеммы, куда можно подключиться. Так что лучше не допускать разряда аккумулятора. Ну, тоже полчаса процесс. Все вместе.
Так, ну вот снова первый, наверное, этап загрузки программного обеспечения на устройство UCI прошел пока успешно. Сейчас проверка данных, наверное, будет повторная загрузка уже. Потом будет изменение, наверное, на самом компьютере. Угу. Пошел, видно, второй раз процесс. Буду надеяться, что может он будет быстрее. Поставлю телефон на зарядку. Да, не дай бог, он у меня не умер в процессе. Это будет обидно. Ну да, за эти 30 минут неплохо так. 20% скушал. Да, было бы интересно почитать все изменения, внесенные этим программным обеспечением новые. Если вдруг у кого-то будет какая-то распечатка, может даже и на английском языке, буду признателен, любопытно просто почитать. Потому что официалы, конечно, такой информации не предоставляют. Раз они даже диск не могли за деньги даже продать, что ж уже говорит об описании. Так, скорее всего, опять сейчас будет рестарт головы. Он выключился. Происходит рестарт. Кстати, вопрос, может кто знает, можно ли логу поменять на свое? Если вдруг кто знает, тоже напишите. Я бы с удовольствием поменял на что-нибудь поинтереснее, типа TMG что-нибудь, или можешь свою, например, фотографию.
Так, Чентри устанавливает связь с блоком UCI, который был обновлен. Я так понимаю, что это именно интерфейс, медиа интерфейс. Так, удаляются какие-то ошибки возможные, сохраненные коды неисправности. Так, ну тут можно пропустить. Программирование блока управления прошло успешно. Очень хорошие новости, конечно. Так, что тут у нас пишет? Ну вот. Проведено. И вот тут как раз он пишет, что проведено блоков управления. А вот. Акустическая система и мультимедиа интерфейс. Скорее всего, что это было единственное, что нужно было обновить. Предыдущие, видно, были уже обновлены. Так. Ну, можно теперь, я так понимаю, что выбрать диск. Так, сейчас только я вначале поменяю язык. Выбрать всех. Угу. Так, диск мы выбрали. Так, теперь посмотрим, поменялось ли что-то. Есть карта памяти, регистр, интерфейс. Так, посмотрим, что здесь у нас скажет. Мы выбрали. Теперь он, наверное, проверяет. Угу. Сейчас сделаем, если, например, ошибки. Угу. Ошибок нет, отлично. Так, ну все, тогда сейчас сделаем по-быстрому. Еще раз быстрый короткий тест. Тогда я заодно подключу тогда сразу медиа интерфейс, который, кстати, находится, если вдруг кто не знает, ну, скорее всего, что знает. Есть такой вот провод. И вот для подключения к iPod.
включен. Ну, тут сбросились виды настройки. Понятно. Дальше посмотрим. Навигация. Интересно, включится или не включится. В принципе, включилась. Дальше уже будем разбираться по ходу действия. Интерфейс. Музыка. Да. iPod. Так, ну вот. Ну, в принципе, список остался тоже. Диск это, я так понимаю, CD. Карта памяти, которую можно сюда вставить. Регистр. Музыкальный регистр. У меня отсутствует. Музыкальные файлы отсутствуют. Носители. У меня, кстати, не появлялось никогда возможности копировать, мне кажется. Если я посмотрю медиа интерфейс, да, у меня вроде никогда не появлялось. Музыка. Ну ладно, это я уже буду дальше сам разбираться. Так, ну вот здесь, значит, может, естественно, не радовать, что ошибок нету. Отлично. Ну все. Так что можно закрывать. Я думаю, что очень-очень неплохой результат, тем более с первого раза. Так что вот так, ребята. Надеюсь, кому-то видео пригодится. Я его также это выложу в YouTube, соответственно, да. И будут вопросы, тогда обращайтесь, чем смогу, тем помогу. Всем хорошего настроения, удачи на дорогах, и ни пуха, ни пера, и ни гвоздей, соответственно. Так что счастливо, ребята. Буду заканчивать видео.